Ослепительный свет софитов разряжает темноту огромного стадиона. Десятки тысяч преданных фанатов кричат в едином порыве, размахивая светящимися лайтстиками. На сцене появляются они, идеальные, сияющие корейские айдолы в костюмах от лучших мировых дизайнеров. Их движения безупречны, их кожа светится, а улыбки кажутся воплощением абсолютного счастья и безграничного богатства. Именно такую безупречную картинку индустрия кей-поп продает зрителям по всему миру каждый божий день. Но стоит камерам выключиться, а занавесу опуститься, как сказка мгновенно растворяется в жестокой реальности. Реальности, которая пахнет сыростью подвальных помещений, потом изнурительных тренировок и слезами отчаяния. Сегодня мы откроем вам самую страшную тайну корейского шоу-бизнеса, о которой агентства запрещают говорить своим артистам. Мы заглянем в скрытые бухгалтерские книги и ответим на главный вопрос: сколько на самом деле стоит создать мировую звезду? И самое главное, кто в итоге оплачивает этот астрономический счет? Представьте себе стандартный контракт стажера, который мечтает стать новым участником BTS или Blackpink. Когда наивный подросток подписывает эту бумагу, он думает, что вытянул счастливый билет в жизнь, полную роскоши. Но на самом деле, в этот самый момент он добровольно надевает на себя финансовые кандалы. В корейской музыкальной индустрии существует негласное правило, известное как система долгов Трейни. Каждая тарелка риса, каждая минута в танцевальном зале и каждый пластырь на стертых ногах – все это тщательно записывается в личный счет стажера. Агентство не дарит будущим звездам ничего. Оно лишь дает им огромный кредит под залог их будущей популярности. Давайте начнем с самых базовых потребностей – жилья и еды. Возможно, вы думаете, что будущие звезды живут в современных комфортных апартаментах. Реальность ранних лет группы BTS разобьет эти иллюзии вдребезги. До своего грандиозного дебюта все 7 участников ютились в одной крошечной комнате. Они спали на двухъярусных кроватях, где едва хватало места, чтобы просто вытянуть ноги, а их одежда постоянно пахла сыростью и дешевой едой. Их агентство, Big Hit Entertainment, в то время находилось на грани банкротства и не могло позволить себе роскошные условия. Парни делили одну ванную комнату на 7 и часто питались самой дешевой лапшой быстрого приготовления, просто чтобы выжить. Но не думайте, что в крупных агентствах большой тройки ситуация кардинально иная. Возьмем, к примеру, девушек из Blackpink, которые стажировались в богатом и могущественном агентстве YG. В своих интервью они с содроганием вспоминали жизнь в общежитии до дебюта. Их комнаты кишели гигантскими тараканами и многоножками, с которыми девушкам приходилось сражаться каждую ночь. Они жили в постоянном стрессе, не имея денег даже на нормальную еду, потому что их бюджет был строго ограничен компанией. И за эти ужасающие условия проживания агентство регулярно выставляло им счет, прибавляя $1000 к их растущему долгу. Но жилье – это лишь капля в море по сравнению со стоимостью самого процесса превращения обычного подростка в идеального айдола. Ежемесячно компании тратят баснословные суммы на обучение одного стажера. В эту сумму входят бесконечные уроки вокала, изнурительная хореография, курсы актерского мастерства и занятия иностранными языками. Стажеров учат правильно говорить на камеру, правильно улыбаться и даже правильно дышать во время сложных танцевальных номеров. Например, агентство JYP Entertainment тратит на подготовку таких групп, как Twice или Stray Kids, огромные ресурсы. Они нанимают лучших мировых хореографов и композиторов, чтобы вылепить из неуклюжих подростков настоящие машины по производству хитов. Средняя стоимость обучения одного трейни обходится компании от $3 до $5000 каждый месяц. А теперь умножьте эту сумму на годы изнурительной стажировки. Некоторые участники тренируются по 5, 7 или даже 10 лет, прежде чем им позволят выйти на сцену. За это время их личный долг перед агентством вырастает до поистине пугающих размеров. Каждый месяц они проходят жестокие оценки навыков, где слабейших безжалостно выгоняют на улицу. Система работает как беспощадный конвейер, перемалывающий тысячи разбитых мечтаний ради создания одной успешной группы. Но есть еще одна графа расходов, которая окутана самой плотной завесой тайны. Графа, о которой айдолы никогда не говорят вслух, отводя глаза во время неудобных интервью.
Это пластическая хирургия и агрессивная косметология. В Южной Корее внешность – это не просто бонус, это главный инструмент продаж в индустрии развлечений. Если форма носа, разрез глаз или линия подбородка стажера не соответствуют жестким стандартам красоты, компания принимает радикальные меры. Менеджеры прямо говорят подросткам, что им нужно исправить в своем лице, чтобы получить шанс на дебют. Агентство SM Entertainment славится своим маниакальным подходом к идеальной внешности своих артистов. Ходят упорные слухи, что компания оплачивает целые комплексы операций для своих будущих звезд в закрытых элитных клиниках Каннама. Изменение формы челюсти, создание двойного века, ринопластика – все это стоит десятки тысяч долларов. И снова возникает главный вопрос – кто за это платит? Официально компании часто заявляют, что берут эти расходы на себя, инвестируя в имидж группы. Но бывшие инсайдеры индустрии и покинувшие агентство стажеры рассказывают совершенно другую историю. Все чеки из клиник пластической хирургии, все счета от элитных дерматологов заботливо подшиваются к личному делу айдола. Эти суммы тяжелым грузом ложатся на плечи молодых артистов, многократно увеличивая их стартовый долг. Даже строжайшие диеты и услуги диетологов, из-за которых айдолы падают в голодные обмороки на репетициях, в конечном итоге оплачиваются из их же будущих карманов. И вот наступает тот самый долгожданный день. После лет слез, пота, крови и тайных операций, группа наконец-то дебютирует. Они выпускают клип, собирают первые стадионы, а их лица появляются на рекламных щитах по всему Сеулу. Фанаты ликуют, уверенные, что теперь их кумиры купаются в роскоши и деньгах. Но в реальности новоиспеченные звезды не получают ни цента. Вместо первой зарплаты агентства торжественно вручает им итоговый счет за все годы стажировки. Этот момент в индустрии называется точкой безубыточности. До тех пор, пока доходы от продаж альбомов, концертов и рекламы не покроют весь этот колоссальный долг, айдолы работают абсолютно бесплатно. Средний долг одной группы к моменту дебюта может составлять от $500 000 до $1 миллиона. История знает множество трагичных примеров, когда популярные артисты годами жили в нищете, находясь на пике славы. Например, участницы женской группы Exit, чьи песни рвали все хит-парады, признавались, что первые несколько лет не получали никаких денег. Они питались самыми дешевыми продуктами и носили старую одежду, отрабатывая огромные долги перед своим агентством. Некоторые группы так и распадаются, не успев преодолеть эту финансовую пропасть, уходя из индустрии с разбитыми сердцами и пустыми кошельками. BTS потребовалось несколько лет изнурительных мировых туров и рекордных продаж, чтобы наконец закрыть свои долги перед Big Hit. И только после этого они начали получать реальную прибыль, превратив свою крошечную, обанкротившуюся компанию во всемогущую корпорацию Hype. Их путь от нищеты к мировому господству – это скорее чудо, чем правило. Для сотен других айдолов мечта о сцене оборачивается годами бесплатного рабского труда на благо жадных корпораций. Они продают свою юность, свое здоровье и даже свои лица в обмен на призрачный шанс стать звездой. Так сколько же стоит стать айдолом? Эта цена измеряется не только сотнями тысяч долларов. Она измеряется сломанной психикой, потерянным детством и контрактами, которые больше похожи на приговоры. В следующий раз, когда вы увидите сияющую улыбку своего любимого артиста на экране, задайте себе вопрос: сколько слез было пролито за кулисами, чтобы эта улыбка стала идеальной? И сколько еще миллионов долларов им предстоит отработать, прежде чем они станут по-настоящему свободными? Пишите в комментариях, чья история успеха или выживания в индустрии кей-поп шокирует вас больше всего. Подписывайтесь на Korean Stars, ведь в следующем видео мы раскроем имена тех, кто не выдержал давления этой жестокой машины.